Привет! Если ты прямо сейчас отвлечешься от просмотра этого видео, поставишь его на паузу, встанешь, выйдешь на улицу и спросишь у первой же попавшейся тебе девушки, какими качествами должен обладать твой идеальный мужчина? Кто он, чтобы ты могла в него влюбиться? И практически любая приведет тебе в пример довольно распространенный типаж. Ты его слышал. Это заботливый, внимательный, чуткий, добрый и щедрый мужчина. Ты даже можешь примерить этот портрет на себя и с удивлением обнаружить, что на самом-то деле ты таковым и являешься. Ты добрый, хороший, внимательный, настроен на серьезные отношения и построение крепкой семьи. Но почему-то в реальности, когда ты предлагаешь это девушке, преподносишь эти качества, ты слышишь фразы, что-то не мое. Извини, конечно, ты хороший, но что-то не пробежала искра. Или у тебя сейчас есть отношения, и ты уже стал для нее этим идеальным парнем. Ты даешь ей все, что она хочет. Но ты замечаешь, что интерес с ее стороны неуклонно падает. Она воспринимает все твои уступки, подарки, компромиссы как должное и не придает им ценности. И тут у мужчин возникает логичный парадоксальный вопрос. Ведь я ей даю все то, что она хочет. Я стал тем идеальным портретом мужчины, которого она желала видеть рядом с собой. Именно этого она хотела. Почему же она теряет интерес? Или если это первые встречи, начало отношений, почему девушка быстро сливает тебя? Да все просто. Никогда не надо слушать женщину. Достаточно понимать одну простую истину, которая заключается в понимании природы женщины. Ведь она, как никто другой на планете Земля, я имею в виду из Homo sapiens, сохранила свою высокую примативность, если говорить о построении отношений. То есть, проще говоря, в выборе мужчины она руководствуется инстинктами. Вон оно как. И если ты спросишь любую женщину о ее прошлых отношениях, в которых она любила и вкладывалась, и попросишь описать портрет этого мужчины, там будет совсем другой человек. Не тот, который живет в ее фантазиях и мечтах. А знаешь, в чем секрет? Тот, которого она любила, он умел отказывать. Он умел говорить «нет». Он имел свои принципы и границы и не боялся их обозначать. Он имел такие опции, как быть неудобным в какие-то моменты, имел возможность быть недоступным. Он позволял себе это. Осознанно или нет, это уже другой вопрос. Скорее всего, неосознанно. Но мы видим это. Мы видим этот типаж. Он абсолютно противоположен тому типажу, которого женщина описывает и которого она хотела бы видеть рядом с собой. Но большинство мужчин, не понимая этой женской природы, продолжает верить в ее слова, вследствие чего становятся более удобными, комфортными, более такими пластичными. Девушка может лепить из этого мужчины все, что ей вздумается. В итоге быстро его прогибает, а следовательно, это приводит ко всем общеизвестным проблемам. Если это начальный этап отношений, соответственно, ты доступен, ты постоянно на связи, ты боишься сказать «нет», ты отменяешь, например, встречи с друзьями ради того, чтобы увидеться с ней, вместо того, чтобы перенести встречу на другой день. Соответственно, интерес к тебе падает. И в конечном итоге девушка тебя просто сливает. Если же это уже отношения, которые деструктивные, в которых женщина ведет себя непозволительно, устраивает ссоры, конфликты, скандалы, то ты не отказываешься от этих отношений, ты не можешь из них выйти. Следовательно, женщина видит, что ты терпишь. Находясь в этих отношениях деструктивных, ты терпишь, ты не действуешь, ты не обозначаешь свои рамки, не показываешь свои границы, ты ничего не делаешь. Для нее это означает слабость.
А если еще идешь мириться после ссоры, то это уже баланс рушится моментально. Достаточно одного раза. Если говорить о причинах этого страха отказать девушке, да, она кроется, конечно же, в основном в низкой самооценке. Например, в силу низкой объективной значимости мужчины. Как часто он думает, что вот я недостаточно хорош с собой, или я мало зарабатываю, у меня мало денег, или еще какие-то причины выдумывает. И, естественно, это побуждает его больше вкладываться в отношениях, заискивать, получать одобрение и расположение женщины путем согласия на любую просьбу, какая бы неадекватная она ни была. При этом, что самое интересное, ничего с этого не получая, ничего, и забывая о том, что любой человек, ну и женщина в том числе, влюбляется на самом-то деле, когда сама вкладывается, а мужчина попросту не дает ей этого делать, не дает ей этой возможности. Она хочет вкладываться, она хочет любить. Для нее это гораздо более ценно, чем чтобы любили ее. Это важная мысль, и ее надо держать всегда в голове. Если мы заимеем это внутреннее убеждение, внутреннее состояние и готовность иногда хотя бы отказывать женщине, где-то быть недоступным, именно это и будет являться тем самым ключиком к ее инстинктам, которые в данный момент молчат. Именно тогда твоя ценность и начнет расти. Она будет думать, мечтать и скучать о тебе. Дай ей эту возможность. И я не говорю сейчас все бросать и сразу бежать и говорить на все нет. Во-первых, нужно правильно это делать и своевременно. Если ты в отношениях постоянно на протяжении длительного времени был комфортным, то резкая смена модели поведения, это будет неестественно. Сымитировать человека, который резко стал вдруг принципиальным, да, не получится. Она обязательно это считает. Опять же, в силу высокой своей примативности у женщин хорошо развит вот эта чуйка на несоответствие твоего внутреннего состояния и твоего поведения. Нужно понимать, что да, риск есть. Обозначая свои границы или отказывая в чем-то, риск, что что-то пойдет не так, он всегда есть. Потому что это некий триггер, который всегда обостряет ситуацию. Но дивидендов это нам в конечном итоге принесет гораздо больше. Ведь, во-первых, это позволяет выявить проблемность любой девушки на начальном этапе знакомства. Очень быстро, не теряя времени. Например, можно перенести оговоренную встречу. Или сбросить звонок, а потом перезвонить и сказать, что был занят. Если девушка начнет мстить как-то, да, отдаляться, или зеркалить тебя, или проявлять агрессию, она нам и не нужна. Мы выявили эти признаки на начальном этапе, что данная женщина непригодна, она нам не нужна. Мы не потеряли время. Во-вторых, если это уже полноценные отношения, то данный катализатор позволит проверить баланс значимости. И если после твоих действий женщина как-то затевает ссору или как-то непозволительно себя ведет, время бить тревогу. И здесь уже нужна реанимация отношений через игнор либо дистанцирование. Но здесь уже все индивидуально. Составляется план или стратегия на консультации. Важно перестать верить словам женщины о том, кого же они там хотят видеть рядом с собой. И тем более пытаться этому образу соответствовать. Ведь влюбляются они совершенно в другой. Важно дать себе это право иногда отказать и не бояться этого сделать. Да, кто-то сольется, но нам и не нужна такая. Это не наша девушка, у нее другие цели. Да, это выявит проблемность в ваших отношениях, если они есть. Но это гораздо лучше, чем годами закрывать на это глаза. В бесконечных попытках что-то склеить, наладить и в итоге видеть, что она этого не ценит, и понимать, что эти отношения обречены. Просто запомни,
что какой бы объективной значимостью ты не обладал, обязательно найдется та, кто оценит твои качества, та, с кем тебе будет комфортно и гармонично на твоих условиях. И запомни одно важное правило. Если ты не начнешь говорить «нет», это будет делать женщина. 100%.